Здравствуйте, мои дорогие люди, уважаемые друзья, любимые друзья. Здесь можно посмотреть расклад мыслей и чувства мужчины, его тайны, что он скрывает в тот момент, когда вы нашли. Если вы волнуетесь, если вы переживаете, переживать не нужно. Сейчас есть помощь. Можно посмотреть расклад и все узнать. Я посмотрю вас, как вашу личную жизнь. Ваша личная жизнь, кстати, проходит по трефовой даме. И в игральных картах это трефовая дама, а второе это у нас королева жезлов. Как будет проходить все с этим человеком, о котором вы сейчас думаете? Можно активировать этот расклад своим именем, это моя авторская методика. Ваше имя, сказанное вашим голосом, это самая лучшая мантра. Это мне открылось в медитации. Итак, девятка пентаклей, дорогие мои. Понимаете? Смотрите, какая золотая дорога у вас прямо к счастью, к вашему великолепному дому. Свободу хотите. Сокол – это символ свободы. Свободу хотите от того, чтобы, знаете, не зависеть от людей, от их мнения не зависеть. Может, это человек вас ставит в зависимость, рыцарь меча, какой-то суровый человек, жесткий, может, с плохим характером. Ну, у многих это проиграется. А вы королева жезлов. Вы королева жезлов. И здесь будет предиагностика для вас. В тот момент, когда вы смотрите, именно для вас это и относится. Вы можете, конечно, кое-что отбрасывать за ненадобностью. То, что с вами вы чувствуете, не резонирует. Но часто бывает, по иронии судьбы, то, что вам кажется вообще не о вас, именно вас и касается. Но это часто бывает, но не всегда. Вы решаете, вы хозяин-барин. Вы хозяин-барин. Ищу сейчас королеву трефовую, госпожу, которая смотрит. Смотрим предиагностику, посмотрим, разложим еще игральные карты для вас. Что же сейчас с этим человеком, о котором вы думаете, происходит? И что происходит с вами? Король трефовый он будет у нас. У нас будет он король трефовый, то есть жезловый. Жезловый, да? Что сейчас с ним происходит? Что он задумал? Что он делает сейчас? О чем мечтает? На что надеется? Что Вселенная подарит для вас в личной жизни и для вас конкретно с этим человеком? Я всегда говорю конкретно по делу. Итак, конкретно и по делу. Понимаете? Это важно знать, да? Королева жезлов. Угу. Так, вы королева жезлов. Туз жезлов, это хорошо, для вас новое начало чего-то. Все начнет двигаться в сторону, в которую вы желаете. Это как волшебная палочка жезла здесь, в данном случае. Вы строите теперь вашу жизнь. Да, может, вы прошли трудности, да, может, туман какой-то был, да, может, какие-то препятствия, гора, да, может быть, многие вас не понимали вот здесь, да, в этом белом городе, так называемом, да. Вы перенесли много чего, четверка меча, очень много чего перенесли. Страдания перенесли, испытания, вас не понимали. Вам пытались помешать. Высшие силы видят вас, что вы обновите свою энергию. Вы восстановите силы. И обновите вашу энергию. Король жезлов. Мужчина, о котором вы сейчас подумали, вот он, собственной персоной. И у нас это человек, который является для вас самой лучшей парой. Он надеется на любовь. Двойка чаш – самая лучшая карта. Если вы спрашиваете, любит ли он меня, может, он меня обманывает, может, у него какие-то другие планы. Но двойка чаш говорит, что любит. Двойка чаш говорит, что стремится к вам, хочет быть с вами. И здесь у нас еще и рыцарь жезлов. Рыцарь жезлов может быть другой человек.
человек другого склада, может помоложе, может новый для вас еще, да, может у вас есть два человека, один активный, один пассивный. Пассивный — это виртуальный, часто бывает в голове, прошлый, например, бывший, которому мы даем качества, которых нет на самом деле. Потому что когда есть влюбленность, как у вас было с этим рыцарем жезлов, когда есть влюбленность, мы наделяем человека качествами, которых нет, и это делается автоматически. Мы видим то, чего нет иногда, мы видим или приукрашаем то, что есть, мы не видим то, что не нравится нам, потому что влюбленность иначе бы не было. Влюбленность нельзя влюбиться в человека, который, например, неприятно говорит, кривится, неприятно пахнет, неприятно себя ведет. Нельзя в такого влюбиться. Когда вы влюбляетесь, может быть, вот этих качеств вы не видите, или жадный, или еще что-то, да. То есть вы кого-то приукрасили. Рыцарь жезлов — это, знаете, такой рыцарь, который спасает. Вот спасатель огненный. Спасает, помогает, может, у него что-то в огненных знаках происходит, например, персональная планета. Персональная планета — это Марс, Венера и Меркурий. Или он по Солнцу огненный знак. Овен, Стрелец или Лев, или же по асценденту, так называемому, ascendant, то есть восходящий sign, восходящий знак, может по этому знаку, либо по Луне. Вполне возможно, что этот мужчина, что-то у него в его гороскопе в огненных знаках происходит. Но если вы знаете, все знаки есть у человека в гороскопе, у него именно в огненных знаках что-то там происходит. Он огненного направления. Он, может, взял вас в свои сети именно тем, что был очень страстный. Просто вы горели в его руках, да, и не видели все, что плохое. А потом это стало проявляться, это был как холодный душ пробуждения. И, может, вы расстались и до сих пор его идеализируете. И это не вы идеализируете, это ваш мозг. Да? Это первый принцип мозга. Верить ассоциациям, верить потоку ассоциаций, который у вас в жизни был. И относительно этого мужчины поток ассоциаций такой, что страсть и любовь, видим только хорошее. А другой мужчина, может быть, вы с ним или живете, или вот он для вас не интересен, а он вас любит. Это король жезлов, который хочет с вами быть, который хочет вас на руках носить. Такой человек, угодник женский. И, может быть, даже он не интересен вам, потому что он может скучным кажется, обыкновенным, простым, нет этого огня, да. Вот то, что не горит, отлеет, может длиться долго, а то, что горит, сгорает сразу. Или же это могут быть качества одного человека, но я точно знаю, что сейчас один или два человека в вас очень заинтересованы по двойке чаш, хотят быть с вами, хотят вашу жизнь улучшить, хотят вам помочь в чем-то, хотят, может быть, оба, чтобы вы с ними были, жили, любили друг друга, взаимодействовали или даже были женаты. Или же вот этот человек, который женат на вас сейчас, раньше таким был, потом изменился. Все мы меняемся со временем. И да, когда мы меняемся, мы расходимся друг от друга. Здесь нужно договориться, что несмотря на изменения, мы хотим быть вместе. Но у вас эта договоренность возможна в будущем. Здесь также возможно, что человек, вот как в треугольнике, да, вы два мужчины, одна женщина, или наоборот, мужчина с качелями, мужчина у себя на уме, вот в этом тоже может быть, или он женат, у некоторых это проиграется. Ну а расклад покажет более подробно. Вы королева жезлов, и у вас начало жезловой энергии, то есть начало того, что вы будете управлять своей жизнью, вы будете решать, что делать туда-сюда, и вам уже надоело ждать. Вам надоело ждать у моря погоды, вам надоело ждать действий от него. У некоторых это проиграется, и вы решили сами действовать, и правильно делаете. Итак, ну вот это была предиагностика на Таро. А я сейчас еще посмотрю. Это будет вокзал для двоих расклад, да, такой классный. Еще и на игральных картах мы с вами разложим, да. Сейчас я просто выложу то, что вам нужно знать о вашей будущей жизни с этим человеком. Будем добавлять, если нужно. Перейду к игральным картам. Девочки говорят, что такой формат лучше всего. Ну, мальчики ничего не говорят, обычно что-то пишут обидное. У меня их очень мало, там где-то 3% слушателей, и они обычно мной недовольны. Мной всегда были мужчины недовольны по какой-то причине. В молодости были недовольны, недоступная была, гордая, своевольная, своенравная. Не знаю, какая была, по их мнению, по моему мнению, я не знаю, я такая не была.
неподатливая была, да, и по мнению других людей это не то, что вы есть, это их мнение. Сейчас мной недовольны мужчины, потому что уже не могут мною пользоваться, я уже седая. Но мне нравится мой белый цвет волос, он мне к лицу, так что... Любите себя в своем возрасте, дорогие мои девочки, любите себя в своем возрасте. Вы становитесь все лучше и лучше. То, что там другие решают, кто вы для них, но это их заморочки, да? Итак, королева жезлов или дама жезлов. Дама жезлов, это вы. Король жезлов уже вышел. И мы его сейчас возьмем. Здесь я триады рассматриваю, да, то есть какой он у нас вышел, комбинация. Одна карта из предыдущего ряда, возьмем ее, потому что он был вот так, да, насколько я помню. Но вы увидите лучше все мои ошибки и недочеты, потому что я же спонтанно все делаю. Вы можете перематывать, там что смотреть. Кто там недоброжелатель, не знаю. Удар у мужчины какой-то. Почти удар. Ну, не совсем удар, это перевернутый туз, пик. Но эта карта, восьмерка пик, она говорит, близко к удару у него. У него что-то там не то. Знаете, выпивка, которая плохо закончится, неприятное удивление. То есть он сказал что-то не то, какая-то ссора. Или же это болезнь. Это болезнь. И ему что-то нехорошо. Нехорошо он себя чувствует. В общем, у мужчины какой-то сейчас неприятное время в его жизни. Неприятное время. Может, поэтому он закрылся, ушел в себя. У некоторых это проиграется. Вот вы. Хлопоты пиковые или пиковые. Какой у вас сленг гадательный. У вас по роду перешел так и правильно. У меня пиковые, говорили мои бабушки, прабабушки. Валет пиковый – это хлопоты пустые, никому не нужные. Выброс времени вашего. Да? Не хлопочите об этом человеке. Как только прекратите хлопотать о нем, он будет ваш. Это вы. И еще какая-то дама червовая. Вот эта мама, может быть, которая хочет что-то сделать, поменять вашу жизнь к лучшему. Часто мамы это делают вообще. Несознательно просто комплексует своих дочек. Вот это может ваша ситуация. Или ваши хлопоты, может это дочь, вы с ней поссорились, хлопоты пиковые, это пустые хлопоты. И может быть это ваш, кстати, дом, в котором есть хлопоты с дочерью, ссоры, споры, дочь какая-то у вас, может быть, ну пока у нее ничего не выходит, но это не значит, что будет плохо, она сама разберется. Во всяком случае, хлопоты пиковые, и они покрываются тем, что сейчас вам нужно осознать, другим соломки не подстелишь. Плюс пиковая восьмерка говорит, что вы хотите кому-то помочь. Вылечить мужчину, например, от алкоголизма, найти ему работу, приготовить ему обед, постирать, убрать за ним. Ну, вы же не мама его, да? Не то время сейчас уже. Но это как кто видит, смотря в каком регионе вы живете. Везде по-разному. И нужно, знаете, распределять свою жизнь по тем регионам, где вы живете, скорее всего. Потому что иначе как же вы будете тогда изгоем, да? Это же сейчас такой мир разный во всех странах. Во всяком случае, у мужчины сейчас какая-то печаль на сердце. Особенно вот если встретитесь с ним скоро, он скажет о своей печали. Печаль утром и после обеда. А вот вечером он, может быть, он где-то с другими друзьями отдыхал, выпил лишнего. В общем, такое. В общем, ерунда у него в жизни. Какая-то неразбериха. Зря он это все делает. У него какая-то, может, болезнь, досада. Даже злость я здесь вижу. Особенно утром бывает злой. Может, он такая сова, да? Под горячую руку ему нельзя попасть. Смотрите, две трефовые карты. Это его карты. Это при нем девятка трефовая, при нем десятка трефовая. Ну, хорошо. Дела-то у него пойдут. А он переживает, да? Дела у него наладятся. А девятка бубновая очень хорошая карта. Она говорит о том, что вполне возможно мужчина скучает, любит. Это даже любовная болезнь, какое-то отношение к вам. Да? Он очень хочет встретиться, очень скучает. Девятка бубен с шестеркой червовой, он очень хочет с вами увидеться. Но, вы знаете, он хочет вот прийти как бы уже с добычей, да, когда у него уже и дела пошли хорошо, и
лучше себя чувствует, но лучше он чувствовать себя будет. Но несмотря на то, кстати, что дела у него пойдут лучше, он какой-то негативный человек, он все равно будет лучшего хотеть, большего хотеть. Связано все еще с одним королем бубновый. У кого-то может быть треугольник из вас, кто-то испытывает ревность мужчины на себе. Ревность такое чувство плохое, да? Это чувство собственничества, оно больное. А вот трифовый туз — это хорошо для трифового короля. Это говорит о том, что мужчина, скорее всего, сейчас решает какие-то дела. Это у него может быть какая-то торговля, может в торговом центре работает, может быть у него в казенном доме, это казенный дом, то есть на работе что-то происходит, вот, может, начальник или какой-то коллега, с которым он может быть, знаете, даже может быть ссора, потому что девятка бубновая все-таки, ой, извините, червовая это означает. Почему я сказала девятка бубнов? Потому что она здесь, да. В принципе, то, что человек разложил карты и сказал, то и нам нужно сказать. Я сама за своими словами не слежу, потому что тогда интуитивное чтение не получится. Две девятки, бубновая и пик. Пиковая девятка, прежде всего, это, конечно, болезнь. То, что я сказала, может быть вполне. Это, знаете, к вам болезненная привязанность. Любовь и в то же время раздражение. Это может быть какая-то болезненная привязанность к чему-то или к алкоголю, но какая-то у него есть болезненная привязанность. А вот бубновая девятка — это хорошо, да? Это страсть, это желание быть с вами. Так что мужчину раздирают противоречия, и это на вас сильно отражается. Вы хлопочете о нем, это пустые хлопоты. Раздирает противоречия. Вот он тоже хлопочет, потому что трифовый валет — это его хлопоты. И вот хлопоты касаются вот десятки пик, да, то есть он хочет наладить свои дела, он хочет убрать какие-то иллюзии. Девятка пик — это иллюзии, это надежды пустые, неоправданные, это неприятные неожиданности. Он боится, что будут какие-то неприятные неожиданности, которые он как бы сам к себе привлекает тем, что он об этом думает. И семерка бубен здесь не зря, конечно, потому что она говорит о том, что у вас с ним будет встреча, свидание какое-то. Иногда семерка бубен — это сделка, если по работе, какие-то, может быть, у него заказы будут, да, по работе или продажи. Но он хлопочет об этом, да, он хочет больше продаж, он переживает, нервничает, расстраивается, реагирует, может даже скандалит или уходит в себя, не трожь меня, вечером пришел и сразу в гаджет, типа я устал. Не устал, он врет, он не устал, он просто хочет ни с кем не говорить, он хочет пустоты, потому что его жизнь очень сумбурная, а вы его спасаете, не спасаете его вообще, потому что чем больше вы его спасаете, тем более сумбурной будет его жизнь, такой закон природы, да. Здесь шла такая информация мне, то, что касается вас, берите, то, что не касается, откладывайте за ненадобностью. Еще сейчас просуммирую, вы хлопочете о нем, потому что вы хотите вот за эту ниточку удержаться, не держитесь. Если ниточка оборвется, это даже неплохо, потому что потом все равно все восстановится. Мужчина в вас очень заинтересован. Такой расклад. Смотрим на Таро. Двойка жезлов, вы и он, ваша любовь, ваша страсть. Ну, страсть-то, конечно, у него есть к вам сумасшедшая. Очень сильная страсть. И король чаш. Ну, король чаш тот, который любит. Что бы там кто ни говорил, я не знаю, где такое люди берут, что король чаш тот, который не любит. А кто такое любит? Король меча, ну, это любит, который трясет как грушу, король меча, да. Но я не знаю, как можно говорить, что король чаш тот, который не любит. Вот, король чаш тот, кто любит, кстати. Как бы там ни было, вот он так любит, как умеет, да, и это не совсем всегда правильно. Но так вот, как он любит, так он умеет любить. Но то, что любит, точно. Двойка жезлов, страсть есть. Король чаш, любовь есть. Посмотрим, какие здесь подсказки вам будут. Это, знаете, это не только дежавю, шестерка чаш, нет, ни в коем случае. Это, знаете, когда люди друг другу сердца открывают. Вот это как улучшенная двойка. Двойка чаш, кстати, у нас была в диагностике двойка чаш. Да? Это улучшенная в 3 раза магическое число, улучшенная в 3 раза любовь.
Двойка чаш, здесь учитывается, потому что 6 поделить на 2 будет 3, в 3 раза, да? А шестерка чаш, это когда, знаете, вот как Творец Всевышний смотрит и восхищается вашей парой. Но это такое будущее возможно. Воспользуетесь ли вы этим будущим? Будете ли вы жить в этой реальности? Или параллельно будете идти и говорить, что-то не так выходит? Это уже ваша жизнь. Но я вижу, что принцесса чаш, ведь это у нас паш чаш, да? Паш чаш, заботы любовные. Вы хотели бы мужчину другого. Вы хотели бы мужчину совсем другого, меньше озабоченного, меньше раздраженного. Вы хотите себе любовника, мужа-любовника, да? И вас в этом упрекнуть совершенно нельзя, потому что в постели иначе не бывает. Когда мы кухонные заботы, бытовые заботы в постель принесем, да, или же если наоборот вы еще и не живете вместе, это заботы там выберет меня и так далее, в постель принесем, ничего не будет из этого хорошего. В этом сочетании паш чаш хорошая карта. Она говорит, что вы хотите вот этой беззаботной любви, которой должна быть наполнена спальня. Вот этой аурой должна быть наполнена спальня. Будет ли у вас это? У вас это возможно. И еще и четверка чаш. Ну, смотрите, двойка чаш была в предиагностике, шестерка чаш и четверка. 2, 2, 2, да. Практически это говорит о том, что будущее счастливое. Зачем вы смотрите на это прошлое? Его под микроскопом изучаете. Почему вы страдаете о том, что было, да, прошло, да? Впереди будет интересное приключение любовное. Это то, что я вижу в картах. Вот что будет впереди. Угу. Чем обрадует и удивит Вселенная? Давайте такие вопросы задавать. Понимаете, чем удивит? Это туз меча. Что вам хватит уже ждать. Как говорят, милости от природы. Нужно их самой брать. И тогда будет корона. И тогда будет корона победителя. Вам хватит уже ждать этой милости от мужчины. Нужно брать эту милость. Шестерка меча. Видите, пришли мечи. Вселенная чем удивит? Что она вас будет спасать. Это точно от самой себя, скорее, чем от мужчины. Потому что Вселенная видит, что все, что у вас теперь плохо, это виртуальное плохо. Никто не говорит, что этого нет. Потому что виртуальное плохо, это живее всех живых. То, что мы мысли, слова, уже и древние писали об этом, и сейчас все мы знаем, что это реальность. Вот это, знаете, самосглаз, когда вы смотрите с грустью на жизнь. Вот эта грусть нам, северянам, свойственная, да? Свойственная северянам грусть, она вам не нужна, потому что она привлекает грусть. Печаль приумножает печаль. Семерка жезла, вы отбиваетесь от мнимых врагов. У вас планка понижена, самооценка понижена. Вы отбиваетесь от врагов, которые, может, вас разлучили с мужчиной или привели вас к пониманию, что у вас не так, что плохо, и вы этих врагов ставите выше себя. Вы же выше на этой карте их, да? Самосглаз происходит тогда, когда вы боитесь тех, кто негативный, кто хочет вам помешать, как в любви, так и вообще в жизни. Личная жизнь — это ведь не только любовь, мои дорогие, да? Четверка пентаклей. Хорошая карта, кстати. Вот этот расклад вам поможет, он восстановит ваши силы. Этот расклад поможет вам реализовать то, что вы хотите для себя. Вам нужно жить вот в том виртуальном мире, который вы сейчас себе создадите в голове, который реализуется. Да? Вначале все мы идеи виртуалим, потом мы видим, что вообще-то будущее полно возможностей заработать хорошо и ему, и вам. Будущее возможно справиться с низкой самооценкой. Будущее возможно, когда вы не обижаете себя и начинаете получать вот эту корону. Понимаете? Четверка пентаклей очень хорошая карта. Это когда у вас или у любимого человека, который теперь страдает и может не зарабатывать достаточно, или у него какие-то потери финансовые, позволит вам восстановить финансовый поток, а там, где хорошие финансы, там есть и счастье. Ну вот сказала и так и вышло, дорогие мои. Потому что это королева чаш, это вы, любимая, счастливая. Вот здесь есть у нас, видите, дама чаш, дама червовая, королева чаш.
Если это о дочери, то дочь будет счастлива, не мешайте ей найти это счастье, потому что ваша помощь, она только может помешать. Если это касается вас, что у многих проиграется, но вы просто счастливые. Вместе с 4 пентаклей вы просто знаете, как каждый день думаете: как мне повезло, все так хорошо реализовалось, как я мечтала. Мечта сбывается. Это вы, любимая, счастливая, у вас все в порядке. Расклад сегодня так открывался, да, всегда вот из потока я беру то, что выходит, и часто то, что выходит, его нужно собирать в общую картину, так немножко отрывками, потому что кое-какие отрывки, знаете, как коллаж такой, вас не будут касаться, кое-какие будут касаться, но я просуммирую, вы поймете. Последняя карта, которая говорит вам, что у вас вообще будет в жизни происходить, это королева любви. Вы будете любимы. Вы не умеете еще любить себя, да? Вы не умеете еще расслабиться в этой спальне или там, где у вас происходит романтика с королем жезлов. Вы этого еще не умеете, потому что какой мужчина бы там ни был, многое зависит от вас, что у вас в голове, да? У вас в голове любовь или заботы, или сомнения, или так, предательство каких-то третьих лиц. Предательство было. Мечевые карты об этом. Может быть, этого мужчины было предательство у некоторых, а у некоторых, может быть, были обстоятельства неблагоприятные. Вы это предательство уже пережили, вы уже спаслись от него, но оно еще осталось вот в духе с вами, да, это предательство, которое вас унижает, забирает у вас энергию и вводит вас в такое состояние тупика, зажатости, обид, переживаний. И весь расклад говорит о том, что сейчас в вашем пространстве уже материализовался тот человек, который вас будет любить страстно, будет вам предан, и с которым у вас вот будет, знаете, по 4 пентаклей это просто уверенность в завтрашнем дне. Может, там не будет вот как Ален Делон или кто там, Брэд Питт, вот это же все в кино все, дорогие мои. Снимают тысячи людей под прожекторами, да, не так, как я вот для вас сделаю видео, а сама. Никаких ассистентов никогда не было и не будет. Сама с высшими силами, с картами, все. А там же работают целые команды огромные, чтобы вас впечатлить, чтобы вы сравнили вот этого Брэд Питта или там кого вы любите. Напишите, кто для вас самый такой актер, от которого просто кровь стынет, да? Вот, в какой культуре он и все. Понимаете, это же обман, это же иллюзия, потому что этот человек в жизни, он вообще, у него скучная и неинтересная жизнь, этого актера. И он вас запугивает, что вот так должно быть, с такой картинкой. А потом таких мальчиков ищем, не находим их. И всякие альфонсы могут нами пользоваться, потому что они изображают из себя страстных, да. А потом, когда копнешь, там вообще ничего внутри нету. И скука, и жадность, и использование другого, и все такое. То есть, знаете, я вижу здесь стабильную жизнь, спокойную. Да, есть у него страсть, и у вас есть страсть, но это не как в кино, а это больше как в жизни. Вот это что у вас будет, потому что вы будете счастливы обыкновенной судьбой, счастливой женской судьбой. И этой судьбы обычно у этих всех актеров вообще нет, они же фейк, они все это придуриваются, понимаете? А мы вот возбуждаемся, и мы думаем, что или там в новелле, в романе каком-то. Ну, не бывает этого, роман так написали просто, да? Чтобы вы, наоборот, сравнили со своей жизнью и сказали, а почему у меня все так серо и плохо? Не серо и не плохо, а будет ярко. Ну вот такой расклад, мои дорогие, такой расклад получился. Я вас люблю, обожаю, я знаю, что вы будете точно счастливы, что у вас точно будет все замечательно и хорошо. Вы будете любимы, желанны и будете любить. Я знаю точно, что вот эта полоса невезения у вас закончилась, да? Это вы, это ваше счастье, это ваша любовь, взаимопонимание с любимыми. Ставьте лайк или дизлайк, оцените мою работу. Потому что, когда вы оцениваете работу, конечно, вы проявляете свою эмоцию. Эмоция, она полезная для вас. Кстати, проявляете вы ее анонимно. Я не знаю, кто что поставил. Для вас это полезно. Канал очень полезный для вас, так что подписка вам поможет его еще глубже использовать для себя, потому что вы используете мой канал для себя. В этом суть, да, моей работы. Хочу, чтобы вы пользовались в полную меру моими видео для своей
пользы. Приходите на мои видео, прошлое и настоящее. Они все как старое выдержанное вино. Везде есть для вас помощь. Не бывает старых видео, как намоленные иконы. Они бывают старых. Всем помогли и вам помогут еще больше, еще лучше. Со своей стороны хочу сказать, что здесь я для вас работаю из Ванкувера, Канада. Кто не знает, это Тихоокеанское побережье с медведями и такая горная местность. Сибирь без зимы. Это странные такие, да. Вот, что, ну, хорошее место, да, а любое место хорошее. А еще лучше то место, где вы живете, это я точно знаю. Приходите ко мне здесь в студию, мои двери распахнуты, я себя не скрываю никогда. Светлый маг себя показывает. У меня есть очень много видео с лицом, где можно со мной увидеться. Смотрите на YouTube, а также я приглашаю вас в свой дом, в свое пространство, чтобы вам помогать, да, от чистого сердца, от души. Мои расклады всегда правдивые и всегда вам на пользу. Кстати, все мои расклады заговорены на любовь и на счастье. Так что я уверена, что у вас все будет просто замечательно. А еще я уверена, что мы с вами скоро и очень обязательно увидимся. Пока-пока, мои дорогие.